Угу. Кто там у нас заходит на эфирчик? Всем привет! Всем привет большой! Я все еще немножко болею, голос у меня не очень. Не знаю, как получится эфир, но я думаю, немножко можно. Проведем немножко небольшой эфирчик. Я пока карты выложу, свечку нашу зажгу. Романтик, свечка. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Или подсказки на всех, или просто подсказка. Свечку зажгли, и все. Теперь у нас романтический вечер. Так, ну ладно, смотрите. Ну, в общем, кому нужны подсказки? Добрый вечер. Ирина, добрый вечер. Как самочувствие? Самочувствие не очень. Ну, получше, конечно. Просто горло все еще никак не хочет. Долго не смогу вести эфир, потому что горло у меня бывает вообще просто вылетает, и я ничего не могу сказать. Поэтому кому нужны подсказки? Зарина, пишите. Добрый вечер, тоже Зарина. Подсказки, и я буду смотреть. Можно подсказки, да. Сейчас Ирине сначала смотрим, потом Зарине. Для Ирины подсказка. Ой, извините, у меня тут не поместилось на стол. Подсказка для Ирины. Забудьте о страхах и сомнениях. Забудьте о страхах и сомнениях. Первая подсказочка. Так, следующая подсказка. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Так что чувствуйте себя уверенно, что вы уже победили, у вас уже это есть. И вперед. Так, для Ирины следующая подсказка. Все получится, все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Сейчас следующую подсказку посмотрим. Для Ирины подсказка. Относитесь ко всему с юмором. Такая подсказочка. Отлично, да, вообще супер. Хорошие подсказки. Так, дальше следующее послание из будущего для Ирины. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Найдите время для хобби. Вот. Сейчас подсказку для Зарины посмотрю. Для Зарины подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Вам, Зарина, нужно отказаться от всего ненужного. И все. Сама недавно чуть не разболелась, вирус какой-то. Вы держите, желаю здоровья. Спасибо. Спасибо. Я даже знаю, почему я простыла. Я даже в тот момент, когда это происходило, я знала, что я заболею. Я знаю. И причину тоже знаю, поэтому... Спасибо, что пришли на эфирчик. Ставьте лайки. Вот. Всегда вам рада. Кому нужны подсказки, пишите еще подсказки. Если подсказки на всех колодах, то так и пишите. Я пока посмотрю послание из будущего, пока никто подсказки не просит. Общий расклад у нас будет. Послание из будущего будет 10 посланий. Сейчас я подпишу. 10 посланий из будущего. Это общий расклад. Можно выбрать несколько посланий. Можно выбрать там 2, 10, 5 там и 8, не знаю. 1 и 2. Ну, кому как. Можете просто одну циферку выбрать. Послание. 10 посланий смотрим. Первое послание. Вот первое. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Это для единичек.
Для двоечек. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Это для двоечек. Так, троечки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Это у нас троечки. Четверочки. Ой, четверочки. Стоп, перестаньте это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Для четверочек. Пятерки. Ой, пятерки. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Подумайте, правильно ли вы идете, надо ли вам туда. Шестерки. А мне уже было, да, Зарина, было, отмотайте. Для шестерок выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Зарина, у вас вот такая подсказка была. Она у меня так и осталась лежать сверху. То есть откажитесь от всего ненужного. Такая была, можете отмотать. Так, шестерка была, да? Седьмая позиция. Кто седьмую загадал? Семерки. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Восьмерки. Ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Эх, хочется все быстро, да? Десятки. Девятки, то есть. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Какой-то близкий человек желает вам добра. Десятая позиция. Несколько хочет. Вот это десятая. Десятая. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Десяточки. Не сдавайтесь. Вы идете вверх, вперед. Доведите до конца. Оксана, добрый вечер. Если нужна подсказка, пишите подсказка. Или подсказки, если на всех колодах. Ставьте лайки, подписывайтесь. Потому что эфирчики у нас проходят в разное время. Сегодня вот пораньше. Так, давайте, если пока подсказки никому пока не нужны, все попросили, посмотрим тоже общий расклад, что делать и что не делать, чтобы в следующей неделе была хорошая. Да, общий расклад будет. Сейчас напишу, что делать и не делать. Угу. Чтобы следующая неделя была хорошая. Общий расклад. Будет 3 позиции. Можете загадать любую. Первую, вторую или третью. Для однерочек. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Так, и что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно открываться миру. Просто и все, что происходит, нужно быть открытым. Приходят новые люди, хорошо, пришли новые люди, познакомимся. Меняется ситуация на работе, ну хорошо, ну примем эту ситуацию, будем в зависимости от ситуации, да, действовать и как-то по-другому. Здесь все принимайте так, как есть. Ну, случилось и случилось, что теперь делать? Ну, хорошо. Поменяли руководителя, ну хорошо, что ж вы можете сделать? Принимайте, принимайте. Все подарки, все изменения, что не нужно делать. Не нужно торопиться принимать очень быстро какие-то решения. Не нужно уходить или как-то вот действовать быстро. Вот этого не нужно. Здесь нужно подумать, прежде чем что-то делать. Быстрые действия делать не нужно. Скорее всего, не нужно куда-то ехать, пока что отложите немножко, повремените. Вот, поспокойнее. Вторая позиция, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая.
Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь нужно уединиться, зарыться в книжки, искать информацию. Если не хотите ни с кем общаться, то не общайтесь ни с кем. Что делать здесь, знаете, искать ответ в себе, внутри себя. Не надо ни у кого просить совета. На любой ответ, ну, то есть на любой вопрос вы найдете ответ в глубине себя. Что нужно делать? Нужно уединиться на какое-то время и хорошенько подумать, решить, чего вы хотите от жизни, как вы хотите, как дальше будете действовать. Вот, определиться, что вам не нужно делать. Вам не нужно слишком уж охранять свои границы и оставаться в стабильности. Вам нужно расширять свои возможности общения. Ну, не нужно держаться за то, что есть. Нужно позволять себе думать о том, что мир огромный, возможностей много, и что есть какие-то варианты решения вот ваших проблем, задач. Не только те, которые вы знаете, но еще какие-то есть. Гульшат, добрый вечер, Гульшат. Можно подсказки на всех. Кристина. Кристина, донат отправили? Я не смотрела. И сегодня даже ссылку не давала. Да, донат пришел, вижу. Сейчас еще третья позиция осталась. Что делать, чтобы неделя была хорошая из общего расклада? Что делать, чтобы неделя была хорошая? И что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь нужно уделять внимание своим чувствам, своей семье. Наполняться, делать то, что делает вас счастливым. Любимое дело, любимые люди рядом. Общайтесь с теми, кто доставляет вам удовольствие. То, что приносит вам радость, то и делайте. Вот обращайте внимание на это. Что вам не нужно делать? Вам не нужно проявлять легкомысленность, пускать все на самотек. Не нужно забрасывать, не знаю, невниманием детей. То есть не нужно упускать этот момент, у кого есть дети. Здесь нужно делать то, что вам нравится, и заниматься своей семьей. У кого есть семья, обращайте внимание на свою семью. Вот. Не принимайте слишком легких решений. Если будут новые какие-то предложения, то повремените, не отвечайте сразу. Вот, тут так. Сейчас посмотрю донатик. Я за Гитлера. Сколько стоит вопрос? Вопросы за донаты, там 200 рублей вопрос. Да, Оксана, я видела. Кристина, я Кристину вообще-то видела, подождите. Кристина, да. И еще Оксана. Да, и Оксана есть. Все, давайте сейчас донатики почитаю, потом дальше у меня Гульшат будет. Сейчас Кристине отвечу. Ой, вернется ли он? Ну, смотрите, вот он сам так решил. Вот как вот он решит, так и будет. Он принял решение железобетонное, что все, будет так. Что вот он вот какое решение принял, такое для него решение, это вот важное в тот момент, когда он принял. Здесь будет так, как он решил, а он решил, что он не вернется. Вообще нет. Видите, нет. На данный момент у него желания нету, чтобы вернуться, и даже вот в мыслях нету. Потому что, видите, возвращаться он не будет, он пошел в новое, в легкое, он как будто сбросил вот эту обязанность, все оставил в прошлом.
больше не хочет туда. И пошел вот налегке, все, теперь-то жизнь наладится, теперь будет все легко. Да, на эти грабли я больше не наступлю. Он так думает вот сейчас. Вообще в перспективе, может ли он вернуться, тут даже в перспективе нет такого, что он вернется. Как бы все обрублено, видите, как все мечом отсекли, и это осталось в прошлом. Он принял такое решение. Можно ли его как-то вернуть? Ой, ну вряд ли, потому что даже если будете пытаться вернуть, здесь будет ссора. Можете поругаться и все равно разойдетесь. Ну, человек решил, что нет, уже нет. Не вернется. Сейчас еще на другой колоде посмотрю. Он прям четко принял решение. Не хочет возвращаться. Может, что-то случилось бы, да, вот и он бы вернулся, но он не хочет. Нет, у него в мыслях вообще нет возвращаться. Нет, ну вот даже на другой колоде он принял решение. Он принял решение, что все, прошлое в прошлом, я так больше не хочу. Нет, он не хочет больше. Он хочет в новое, он пошел в новое, и поэтому он не хочет, обратно нет. Даже на этой колоде не хочет, тоже выходит, что он все, он доволен тем, что вот он пошел в новое, все. Он очень доволен там тем, что происходит. Будет ли он жалеть впоследствии? По справедливости. Если есть о чем жалеть, то будет жалеть. Если нет, то нет. Тут как бы, смотря, если было что терять. Не, ну он такое решение принял, он очень осознанно, кстати, это решение принял. Он тут как-то будет одинок. Он одинок будет в душе, и вот он будет одинок. Он даже, возможно, и не построит отношения. Не будет строить, он будет один. Потому что не захочет повторения. Да я бы не сказала, что он будет жалеть, он просто будет один. Он будет уходить с головой в работу, не будет подпускать никого. Да он просто будет наслаждаться как-то. Но тут не показано, что он прям будет жалеть. Это для него как опыт. Как опыт, который останется в его сердце. Так и останется. И ему построить отношения будет очень сложно. И это его будет расстраивать. Не, ну он жалеть как-то вот не будет. Он принял решение, он вот это решение принял с осознанием вот этих вот последствий. Поэтому как бы он знает, что и как будет, он готов. Даже если он останется один, он готов. Сейчас подсказка на ваш вопрос. Ищите помощь на стороне. И вы творец своей судьбы и удачи. Такие две подсказки на ваш вопрос.
Как бы если было что терять, он будет об этом думать. Если нет, то он не будет жалеть. Но он осознанно принял это решение. Вот. Так что так. Давайте сейчас посмотрю следующий донатик Оксана. Что он решил по поводу ваших отношений? Он почему-то решил, что вы против этих отношений. Вы здесь какая-то категоричная, что у вас есть какие-то свои условия есть для того, чтобы вместе быть. У вас есть свои условия, а у него есть свои условия. Я ему говорю, готов он к вашим условиям? А он говорит, ну как бы у меня вообще свои условия тоже есть. Я как бы тоже тут не такой простой. Не такой уж он и простой. Он умный очень тоже. Готовленку к серьезным отношениям. Но он вот именно, что он пока что не готов к серьезным отношениям. Только легкий формат. Приехал, уехал. Пока что он нет. Вот видите, вот он, видимо, видит, что какие отношения вам нужны. Ему пока не нужны серьезные. Ну, пока у вас дружеские отношения могут быть, которые могут потом перерасти в вот эти дружеские, когда вместе встречаемся, там где-то что-то по работе, могут перерасти в любовные. Доброй ночи, Сандра. Вот если вот он влюбится, ваш мужчина, Оксана, вот если он вас выберет именно уже в серьезные отношения, то он классным мужем будет. Да. Для которого жена будет вот на первом месте. Самое главное. Будет прислушиваться. Хотя он сам такой жесткий, холодный и умный, и знает, чего он хочет. Но семья для него вот очень важна. Как на первом месте для него семья. Но пока что у вас такие вот могут быть отношения дружеского характера. Но из дружеского вы можете перерасти в любовного характера. Так что будет ли он как-то действовать? Вот не показывает, нету пока. Будет ли он как-то действовать? Выпадает карта смерти. Ну как он может действовать? Холоден пока будет. Будьте просто загадочной. И все не рассказывайте о себе до конца, чтобы быть интересной. Ему должно захотеться быть с вами. Тогда вот он вас выберет. Он еще не выбрал вас. Показывайте здесь, в общем, чтобы он вас выбрал, нужно показывать, что вы к серьезным отношениям только настроены, а не к легким. И не рассказывайте все о себе. Только хотела сказать, что больше не донатили.
меня просто горло болит. Я не смогу всем все рассказать. Так что, Оксана, давайте я вам посмотрю подсказку. У вас, кстати, может быть совместное будущее. Прям законный брак, если хотите. Так, подсказка для Оксаны. Подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Смотрите, смело воплощайте, что вы хотите. Вот. Так, давайте я сейчас быстренько Гульшат. После этих двух вопросов обещала Гульшат. Потом очаровательный актер Донатик. Гульшат, подсказка. Вкладывайте деньги в мечту. Так, дальше. Следующее для Гульшат. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Вовремя занимайтесь здоровьем. Для Гульшат подсказка. Да ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Для Гульшат. Освободите проблему от эмоций, останется просто ситуация. Послание из будущего для Гульшат. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Так что все в порядке. Спасибо, Гульшат. Подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте на колокольчики. Эфиры, потому что в разное время, но по субботам. Очаровательный актер. Гульшат, благодарю вас, тоже благодарю. Сейчас посмотрим донатик. Сейчас посмотрим. Очаровательный актер, смотрю ваш вопрос. Перспективы серьезных отношений, смотрите. Все в ваших руках. Вот как вы захотите, так и будет. Вот если вы захотите быть вместе, вы прям будете вместе, потому что маг, он может все, просто все. И все зависит только от вас, не зависит от кого-то другого. От людей, там, от погоды, от цунами, от еще чего-то там. Все зависит только от вас. Хотите, будет. Просто действуйте. Да. Перспективы серьезных отношений, пожалуйста. Хотите серьезные отношения? Да, они будут. Что нужно сделать, чтобы ему понравиться? Просто дайте ему быть мужчиной, дайте ему быть собой. Ну, хочет он вам сделать какой-то подарок, ну пусть делает. Примите. Похвалите, скажите: вау, как классно. То есть дайте ему побыть мужчиной. Если он захочет за вас заплатить или помочь вам, то как бы примите это красиво, чтобы ему понравилось. Чтобы он был доволен. Потому что когда мужчина делает подарки или что-то приятное, ему хочется чувствовать, что он сделал правильно, что вам понравилось, что вы довольны. То есть вот эта вот благодарность какой-то.
Если вам не понравилось, так и скажите. Просто скажите: ой, а мне вот это вот бы... То есть, если он что-то одно хочет предложить, а вам... Ну, то есть, вы понимаете. Принимайте ухаживание. Потому что он как-то захочет поухаживать, знаете, оплатить что-то. С финансами связано. Показать, что он мужчина стабильный, достойный, что он может себе позволить там купить вам какую-нибудь вкусняшку, куда-то вас сводить, в кафе, в ресторан, не знаю, куда-то еще. Покататься на веселых горках, не знаю, в парк погулять, все что угодно. Вот, то есть он хочет показать, что он такой вот стабильный. Но вы просто принимаете, просто вот будьте девочкой. Что еще спросить про вас? Перспектива серьезных отношений очень даже, да. Какой он будет муж, он будет замечательный муж, который будет делать все для своей семьи. Кстати, возможно, для рождения ребенка у вас даже. Он будет делать все для того, чтобы было счастье в доме, чтобы чувствовать себя счастливым, радостным, просто вот как ребенок, у которого все есть. Ну, между вами расстояние, но это можно преодолеть, это нормально. Потому что расстояние это нормально. У вас здесь возможно совместное проживание, совместный дом, под одной крышей жить. Вы можете не пожениться только в том случае, если у вас будет другой мужчина. То есть с ним нужно быть честным тоже. Если выбираете его, то выбирайте его. Потому что если, знаете, он такой, что если он узнает, что у вас кто-то есть, почувствовать ему будет нехорошо, неприятно. Может этим ему разбить сердце, и он уйдет в тишину, короче, все. Может даже везде вас заблокировать и не общаться какое-то время. А вот тут вам решать, будете ли вы вместе или нет, жениться или нет. Если вот у вас никого не будет, то это расстояние можно преодолеть. Здесь как бы поездки. Здесь как-то от вас больше зависит итог вот ваших отношений. То есть вы можете рулить, как вы хотите, в какую сторону развивать отношения, дать направление вот этим вашим отношениям. Только от вас зависит, закончатся они или нет. То есть итог какой будет. Вот. А так очень даже интересный такой мужчина. Приятный такой. Вот. Просто немножко может задерживаться то, что расстояние между вами, да, казаться, что какие-то препятствия, трудности есть. Но здесь нет, здесь как будто если вы хотите, то все, прям это все вообще не проблема. Тут и как бы солнышко уже второй раз выходит. Захотите, можете быть вместе с этим человеком. Сейчас подсказку посмотрю. Подсказка на ваш вопрос. Откажитесь от всего ненужного.
Это могут быть мысли какие-то, когда вот вы думаете, вот придумываете себе. Не придумывайте. Препятствий не придумывайте, а то они потом реальные становятся. Не надо. Говорите себе, что нет препятствий, нет преград, все хорошо. Так что здесь так. Спасибо за ваш вопросик. Вот. Теперь у нас Сандра, подсказки. Так, все, дальше у нас уже стоп будет, потому что по подсказкам стоп. Угу. Это у меня горло уже болит, я буду заканчивать. Я сейчас отвечу, у кого тут подсказки остались. Сандра и Well 006 для Елены. Так, давайте будем смотреть для Сандры. Подсказки для Сандры. Проявляйте активность. Не знаю, с чем это связано, но вот проявляйте активность. Занимайте активную позицию. Спасибо вам, очаровательный актер тоже. Сандра, подсказка. Что бы вам хотелось больше всего, сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Что вы хотите больше всего? Вкусный кофе, просто спать. Может быть, хотите в ванну с пенкой. Или все-таки на тренировку пойдете. Или с девчонками затусить. Вот сделайте это, Сандра. Подсказка для Сандры. Это не пипец, это опыт. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. Ну, это насчет какой-то ситуации, наверное. Для Сандры подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Да, бывает, просто надо отпустить и не зависать. Для Сандры послание из будущего. Уделяйте сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Ну, вам нужно поспать, отдохнуть. Ну тогда, может быть, вам еще на массаж там, да, чтобы расслабиться. В общем, выбирайте сами там. Отдыхайте больше. Сандра, спасибо. Теперь у нас Елена. Bell 006. Елена, для вас подсказки. Подсказки для Елены. Доставьте себе удовольствие. Сделайте то, чего вы так давно хотите. Купите себе что-нибудь такое приятное. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. Подсказка для волны 06. Отдохни, ты очень устала. Срочно иди в постель, сейчас же. Срочно в постель, если вы еще не в постели. Для волны 06. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Здесь тоже нужен отдых. Видите, наверное, много работаете. Или такой период просто, когда вам нужно отдыхать. Так, волна 06 для Елены. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя как можно больше, чаще. Что у вас получилось вовремя проснуться, вы не проспали. Уху! Похвалите за все, хвалите. Ну что, я буду заканчивать эфир. Спасибо всем, кто сегодня пришел на эфирчик. Желаю вам хорошей недели, чтобы все было хорошо. Увидимся с вами в следующую субботу. Надеюсь, горло будет лучше, поэтому эфирчик будет подлиннее. Вот. Спасибо за подсказки. Вам тоже спасибо, что пришли на эфир. Все, всем пока. Не болейте, одевайтесь тепло.
Пока.